Если приложить стетоскоп к грудной клетке, можно услышать сердечные звуки. Откуда же они берутся? Кровь постоянно движется через 4 камеры сердца, по венам в правое предсердие, в правый желудочек, а затем через легочную артерию в легкие и возвращается из легочных вен в левое предсердие и левый желудочек, после которого будет впадать в аорту. Таким образом, на каждом этапе одни клапаны должны открываться, а другие закрываться. Наше сердце имеет 4 клапана. 2 атриовентрикулярных, которые отделяют предсердие от желудочков, это трикуспидальный клапан с правой стороны и митральный клапан с левой, а также 2 полулунных клапана, которые разделяют желудочки от крупных сосудов. Это клапан легочной артерии с правой стороны и аортальный клапан с левой. Когда эти клапаны закрываются, издается звук, который передается в направлении с кровотоком. Сердце располагается в грудной полости таким образом, что звук закрытия каждого из этих клапанов проецируется на небольшой участок передней стенки грудной клетки. Начнем с правой стороны. Если мы поместим стетоскоп в место между вторым и третьим ребром, известное как второе межреберье справа, рядом с верхней границей грудины, мы лучше всего услышим закрытие аортального клапана. Затем во втором межреберье слева на верхней границе грудины происходит закрытие клапана легочной артерии. Спускаемся вниз. Между четвертым и пятым ребрами, рядом с левым нижним краем грудины, мы будем находиться у трехстворчатого клапана. И, наконец, переместимся немного дальше влево и вниз между пятым и шестым ребрами, то есть в левое пятое межреберье по среднеключичной линии. Это воображаемая линия, которую проводят от середины левой ключицы вниз. В точке, которая будет пересекаться с пятым межреберным промежутком, лучше всего слышно закрытие митрального клапана. В жизни все протекает не так легко и последовательно. Правое и левое предсердие наполнены кровью. Эта кровь движется через трикуспидальный и митральный клапан, чтобы попасть в желудочки. Первоначально кровь поступает в желудочки пассивно, но ближе к концу, когда ее в камере остается совсем немного, происходит сокращение предсердий, которое дает крови дополнительный импульс, чтобы помочь ей выйти. Эта часть сердечного цикла, когда кровь наполняет расслабленные желудочки, называется диастолой. Когда желудочки заполнены, оба предсердно-желудочковых клапана закрываются, создавая длинный громкий звук. Это первый тон сердца или S1. Прослушайте запись аускультации здорового сердца и сравните первый тон со вторым. Поскольку он образован в основном закрытием трехстворчатого и митрального клапанов, его лучше всего слышно в области трехстворчатого клапана, то есть в левом четвертом межреберье, на нижней границе грудины, а также в области митрального клапана, в левом пятом межреберье по срединно-ключичной линии. Следующий этап – желудочки, наполненные кровью и готовы ее выдавить. Для этого аортальный клапан с левой стороны и легочный клапан с правой открываются. Кровь течет из левого желудочка в аорту и из правого желудочка в легочную артерию. Эта часть сердечного цикла, когда желудочки сокращаются и кровь из них выталкивается, называется систолой. В конце концов, желудочки перестают сжиматься, два клапана закрываются, издавая короткий резкий звук. Этот звук называется вторым тоном сердца или S2. Его лучше слышно в области аортального клапана в правом втором межреберье по правой верхней границе грудины и в области клапана легочной артерии в левом втором межреберье. Нужно отметить, что во время вдоха S2 разделяется на два отдельных звука. Это связано с тем, что диафрагма опускается во время вдоха, что создает в груди отрицательное давление для поступления воздуха. Оно также возвращает немного больше венозной крови в правое предсердие и правый желудочек. Правому желудочку требуется немного больше времени, чтобы протолкнуть эту лишнюю кровь в легочную артерию и закрыть легочный клапан.
Таким образом, во время вдоха закрытие легочного клапана происходит немного позже, чем аортального, что назвали физиологическим расщеплением S2. Теперь прозвучит запись с расщеплением S2. И затем цикл повторяется вновь и вновь. Резюмируем. Тоны сердца возникают при сердцебиении. Существует два нормальных тона сердца. S1 вызван закрытием атриовентрикулярных клапанов в начале систолы, а S2 вызван закрытием аортального и легочного клапанов в начале диастолы. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, расскажите о нем друзьям, поставьте лайк и прокомментируйте. Это очень помогает развитию канала и нашей работе.